Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы погружаемся в самые загадочные и неоднозначные темы истории, археологии и, возможно, даже космоса. Сегодня я хочу поговорить о тех археологических находках, которые, как мне кажется, намеренно замалчиваются научными кругами и властями. Мы отправимся в путешествие от степей Казахстана до плато Гиза в Египте. Заглянем в мексиканские джунгли и попробуем понять, что скрывают от нас древние цивилизации. Были ли у них технологии, которые мы до сих пор не можем объяснить? И почему некоторые находки вызывают столько споров? Поехали! Начнем с Казахстана. Места, которые редко ассоциируются с великими археологическими открытиями. В 2016 году в Карагандинской области, в районе Сары-Арка, археологи наткнулись на нечто удивительное – пирамиду, или точнее ступенчатую структуру, которая, по предварительным оценкам, может быть старше некоторых египетских пирамид. Эта находка, известная как пирамида Бегазы-Дандыбаевской культуры, датируется примерно вторым тысячелетием до нашей эры. Но вот что интересно. В отличие от египетских пирамид, о которых мы знаем все, от их строительства до ритуального значения, казахстанская пирамида окружена тайной. Говорят, что в этой пирамиде была обнаружена нетронутая гробница, предположительно принадлежавшая какому-то высокопоставленному вождю или жрецу. Но вот загвоздка. После первых сообщений о находке информация о ней практически исчезла из публичного пространства. Никаких подробных отчетов, никаких фотографий артефактов, которые, по слухам, включали странные металлические предметы с неизвестным назначением. Некоторые исследователи, правда, на уровне слухов, утверждают, что эти предметы могли быть сделаны из сплавов, которые не соответствуют технологическому уровню бронзового века. Но официально – тишина. Почему так происходит? Есть несколько гипотез. Первая – это банальная нехватка финансирования для дальнейших раскопок. Казахстан – страна с богатой историей, но археология здесь не всегда в приоритете. Вторая гипотеза более интригующая. Возможно, власти или научные круги не хотят, чтобы эти находки стали достоянием общественности. Почему? Потому что они могут перевернуть наше представление о древних цивилизациях Центральной Азии. Если в Казахстане действительно существовала культура, способная строить сложные пирамиды и создавать высокотехнологичные артефакты, это ставит под вопрос официальную историческую хронологию, где главные достижения приписываются Месопотамии, Египту или Китаю. Теперь давайте перенесемся в Египет, на плато Гиза, где стоит Великая пирамида Хеопса, одно из 7 чудес света. Все мы знаем, что это грандиозное сооружение, построенное около 2600 года до нашей эры, служило гробницей для фараона Хуфу. Но есть одна находка, связанная с этой пирамидой, которая заставляет задуматься, так называемая солнечная лодка Хуфу. В 1954 году археологи обнаружили под пирамидой огромную деревянную лодку длиной 43 метра, идеально сохранившуюся. Официально считается, что это ритуальное судно, которое должно было перевозить душу фараона по небесному Нилу в загробном мире. Но что, если все не так просто? Солнечная лодка – это не просто деревянная конструкция. Она сделана из кедра, привезенного из Ливана, и собрана с использованием сложной системы веревок и пазов, без единого гвоздя. Ее состояние настолько хорошее, что некоторые исследователи задаются вопросом, а не была ли она построена с использованием технологий, которые позволили ей сохраниться тысячи лет. Более того, есть теории, да, они спорные, но все же, что эта лодка могла быть не просто символическим объектом, а настоящим транспортным средством. Некоторые альтернативные исследователи, такие как Грэм Хэнкок, предполагают, что лодка могла быть частью ритуала, связанного с полетами. Не в буквальном смысле как самолет, но в контексте шаманских или астральных путешествий. А есть и те, кто идет дальше и говорит, а что, если это был некий прототип летательного аппарата, созданный с помощью технологий, которые мы утратили? Звучит фантастично, согласен. Но давайте посмотрим на факты. Во-первых, сама лодка имеет аэродинамическую форму, что странно для судна, предназначенного только для ритуалов. Во-вторых, в древнеегипетских текстах есть упоминания о летающих лодках богов, которые поднимаются к звездам. Например, в текстах пирамид, древнейших религиозных текстах Египта,
Говорится о фараоне, который взлетает к небу на крыльях Ра. Это метафора или намек на что-то большее? И, наконец, почему лодка была так тщательно спрятана под пирамидой, в герметичной яме, как будто ее хотели защитить от внешнего мира? Теперь давайте заглянем в Серапеум в Саккаре, еще одно загадочное место в Египте. Это подземный комплекс, где находятся 24 гигантских гранитных саркофага, каждый весом от 60 до 100 тонн. Официально считается, что они предназначались для захоронения священных быков Аписа. Но вот что странно. Большинство саркофагов пусты. Более того, их поверхность отполирована до зеркального блеска, а углы вырезаны с такой точностью, что современные инженеры до сих пор спорят, как это можно было сделать без машинной обработки. Один из саркофагов, например, имеет следы, похожие на следы трубчатого сверления. Технологии, которая по официальной версии появилась только в XIX веке. Эти находки в Серапеуме поднимают вопросы. Кто и зачем создал такие массивные конструкции? Если это были просто гробницы для быков, зачем тратить столько ресурсов на их изготовление? А что, если саркофаги имели другое назначение? Некоторые исследователи, например, авторы проекта ЛАИ, лаборатория альтернативной истории, предполагают, что Серапеум мог быть хранилищем каких-то устройств или материалов, возможно, связанных с энергией или даже с внеземными технологиями. Да, это звучит как сюжет для фантастического фильма. Но когда ты видишь эти саркофаги своими глазами, а я рекомендую посмотреть документальные кадры, начинаешь задаваться вопросами. Похожие загадки мы находим и в Мексике, в Теотиуакане, где стоят пирамиды Солнца и Луны. Эти сооружения, построенные около 200 года нашей эры, поражают не только своими размерами, но и точностью. Пирамида Солнца, например, ориентирована так, что ее углы указывают на определенные астрономические события, вроде солнцестояния. Но вот что действительно интригует. Под пирамидой Солнца археологи обнаружили туннели, заполненные слюдой, минералом, который используется в современных технологиях для изоляции и передачи энергии. Зачем древним майя или тольтекам понадобилась слюда в таких количествах? И почему она была добыта за тысячи километров от Теотиуакана? Эти вопросы приводят нас к еще одной гипотезе. А что, если древние цивилизации обладали знаниями, которые мы либо утратили, либо не можем понять? Возможно, пирамиды, саркофаги и лодки были не просто гробницами или ритуальными объектами, а частью какой-то глобальной системы – энергетической, астрономической или даже коммуникационной. И здесь мы подходим к самой спорной теме – возможному участию внеземных цивилизаций. Идея о том, что пришельцы помогали строить пирамиды, конечно, звучит как теория заговора. Но давайте посмотрим на аргументы. Во-первых, многие древние сооружения, от Стоунхенджа до Баальбека в Ливане, включают каменные блоки весом в сотни тонн, которые даже с современными кранами поднять непросто. Во-вторых, в мифах самых разных культур, от египетских до южноамериканских, упоминаются боги, которые спускались с небес и делились знаниями. В-третьих, есть находки, которые сложно объяснить без привлечения гипотезы о высоких технологиях. Например, в Баальбеке есть так называемый камень беременной женщины весом около 1200 тонн. Как его передвигали и зачем? Недавно, в марте 2025 года, в рамках проекта Хафра, ученые с помощью георадаров обнаружили под пирамидой Хефрена в Гизе сеть подземных туннелей, которые некоторые называют подземным городом. Официально это пока не подтверждено, но уже появляются теории, что эти туннели могли быть убежищем или даже базой для внеземных существ. Один из исследователей, Тим Ломас из Гарварда, предположил, что пришельцы могли прибыть на Землю миллионы лет назад, используя нашу планету как перевалочный пункт. Звучит безумно, но такие идеи уже обсуждаются в академических журналах, например, в Philosophy and Cosmology. Теперь вернемся к вопросу о сокрытии информации. Почему некоторые находки, вроде казахстанской пирамиды или артефактов из Серапеума, так мало освещаются? Одна из причин может быть в том, что они не вписываются в официальную историческую парадигму. Современная археология строится на идее постепенного развития человечества. От каменных орудий к бронзе, затем к железу и так далее. Но если вдруг выяснится, что 5000 лет назад кто-то умел полировать гранит до зеркального блеска или строить лодки с аэродинамической формой, это разрушит всю хронологию. А вместе с ней репутацию многих ученых, которые десятилетиями отстаивали традиционные взгляды.
Есть и другая версия. Сокрытие может быть связано с политическими или религиозными мотивами. Представьте, что находка в Казахстане или Египте подтверждает существование внеземной цивилизации. Это может вызвать панику, религиозные конфликты или даже пересмотр мировых порядков. Неудивительно, что власти предпочитают держать такие открытия под контролем. В завершение я хочу вернуться к солнечной лодке Хуфу. Это находка, которая уже 4500 лет сохранилась в идеальном состоянии. Как? Почему древесина не сгнила за 1000 лет? И если это действительно ритуальный объект, зачем его так тщательно прятали? Может быть, лодка была чем-то большим? Символом технологий, которые мы пока не понимаем? Или даже ключом к разгадке древних знаний? Друзья, я не утверждаю, что пришельцы строили пирамиды или что власти скрывают от нас правду. Но я уверен, что в истории человечества есть пробелы, которые мы только начинаем заполнять. И эти пробелы в виде пирамид, саркофагов, лодок и туннелей заставляют нас задавать вопросы. Что вы думаете об этом? Верите ли вы в утраченные технологии или внеземное вмешательство? Пишите в комментариях, делитесь своими мыслями. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы еще вернемся к этим тайнам. А пока до встречи в следующем видео.